Приветствую! Давайте начнем наш первый урок по созданию простейшего констрейна, который будет поворачивать наш объект так, чтобы он всегда смотрел своей локальной осью Y на выбранный нами null. Но прежде чем перейдем к построению этого констрейна на оси, давайте посмотрим, как работает аналогичный стандартный констрейн. Он называется Direction Constraint. Выбираем null, указываем локальную ось Y. Теперь, если мы будем двигать null, то объект будет поворачивать так, чтобы всегда на него смотреть. Но этот констрейн обладает следующим недостатком. Если мы произвольным образом покрутим null, а потом вернем его в исходное место, то вот тут хорошо видно, как объект повернут не так, как был повернут в самом начале. Давайте теперь построим аналогичный констрейн на оси, который лишен этого недостатка. Я удаляю все констрейны, выравниваю поворот. Создаю ось дерева и добавляю две ноды getData и setData. Значит, так как мы будем вычислять трансформации, поэтому мы берем трансформации нашего объекта, выбираем Kinematics и Global Transform. Есть еще Local Transform, это, соответственно, глобальные и локальные трансформации, то есть координаты объекта в глобальной и локальной системе координат. Лучше каждый раз выбирать глобальные трансформы, потому что глобальная система координат она одна для всех объектов. Выбираем и в setData задаем те же самые глобальные трансформы. Сейчас ось дерева ничего не делает, потому что оно берет глобальные трансформы и задает те же самые глобальные трансформы. Значит, вообще трансформация объектов — это матрица размера 4 на 4. Как она устроена, мы подробнее поговорим позже. Но чтобы извлечь из нее три стандартных составляющих трансформации: масштаб, поворот и местоположение в пространстве, используется нода matrix to SRT и в обратную сторону SRT to matrix. Мы соединяем здесь масштаб и translation, и теперь наш объект можно двигать, масштабировать, но поворот его всегда остается нейтральным. Вот давайте теперь вычислять этот rotation. Значит, этот rotation должен быть вычислен так, чтобы наш объект своей локальной осью Y всегда смотрел на этот null. Так, добавляем трехмерный вектор, который будет обозначать ось Y. И теперь вычисляем вектор, вдоль которого она должна быть направлена. Это просто разница между местоположением нула и местоположением нашего объекта. Subtract. Берем null. У него с помощью ноды getData выбираем Kinematics Global Transform Position. И вычитаем теперь из этого Position Translation нашего объекта. Все, полученный вектор — это и есть вектор, вдоль которого должен быть направлен вот этот вот локальный вектор вдоль оси Y. Rotation является некоторой настройкой над кватернионами, с помощью которых задается поворот любых объектов в трехмерном пространстве. И, как правило, с компонентами кватернионов напрямую не работают, используют для этого специальные ноды. Нам подойдет нода, которая называется Increment Rotation with Two Vectors. Ей на вход подается исходный rotation объекта, а также два вектора. Это вдоль которого надо выравнивать и какой вектор надо выравнивать. Все, результирующий rotation — это и есть искомый. Теперь, если мы сдвинем null, то наш объект будет поворачиваться так, чтобы смотреть на него, а если мы будем двигать объект, он все равно будет поворачиваться в нужную нам сторону. Причем, если мы произвольным образом подвигаем null, а потом вернем его в исходное место, то и объект будет повернут так же, как в самом начале. Все, мы создали наш первый констрейн. Давайте создадим отдельную ноду. Выделяем все, кроме нула и локального вектора. И создаем компаунд. Давайте назовем его look at constraint, а входные порты это будут alligan вектор и touched name. Все, и теперь эту
Ноду можно применять к любому объекту. Ну и давайте на этом наш первый урок закончим.